Приветствую вас, мои друзья! Это Save the Eclipse, сериал о Mitsubishi Eclipse. В нем я подробно рассказываю обо всем процессе преображения этой машины из груды металла в культовую тачку. Играли Need for Speed? Вот примерно такой же. Это сериал для фанатов этой модели, но и владельцы других машин найдут для себя много полезной информации. Итак, серия 12. О том, что можно найти внутри порогов 20-летней машины. В первых частях я показывал состояние кузова этого Эклипса. У второго поколения есть две самые распространенные проблемы. Это передние стаканы и задние части порогов. И если передние стаканы уже кто-то исправлял до меня на этом кузове, а мы решили в этот раз законсервировать новые очаги ржавчины с помощью химии, то проблему с задней частью порогов придется решать по-любому. Смотрите сами, в этой части порогов практически нет. А самое печальное, что пришла в негодность крепление продольного рычага, и я не могу продолжить сборку машины, пока не решится этот вопрос. Как минимум рычаг мне надо будет поставить, чтобы собрать все остальные узлы и отправить кузов в кузовной ремонт. Хотя, скорее всего, кузовным мастером опять буду я. Не терять же такой годный контент. Да и денег наконец-то позаработаю. Очень трудно было подобрать донора с целыми порогами, но мне удалось найти нужную часть порога в идеальном состоянии. Их привезли с другого края света, и об этом я рассказывал пару серий назад. А сейчас мне предстоит разобрать эти кузовные детали на отдельные элементы, чтобы собрать их заново уже на кузове машины. Кузов этого Эклипса металлический и состоит из множества элементов. Все они собраны в единый корпус с помощью точечной сварки. Говорят, что одна точка выдерживает нагрузку на разрыв до 1 тонны. Охотно верится в это утверждение, когда полдня не можешь оторвать деталь из-за одной такой точки. Чтобы разобрать кузов на запчасти, надо выставить все точки сварки. Но места для сварки не всегда хорошо заметны. И не всегда есть доступ сверла, поэтому процесс очень долгий, но интересный. Кстати, не дешевый. Специальные сверла для отсверловки точечной сварки стоят немало. Я использовал 8-мм сверла фирмы Würth. Кузовные мастера их очень хвалят. Но даже они приходят в негодность довольно быстро. Задача этого сверла не просверлить отверстие насквозь, а срезать металл вокруг места сварки в одном из двух соединенных между собой элементов. При этом желательно не сильно повредить второй приваренный элемент. Под краской антикором не всегда видны места сварки, приходится защищать все до металла. Но и это не всегда помогает. Находится хитрая потайная точка, которая держит всю конструкцию. О такой я говорил ранее, но с помощью молотка и зубила удается победить ее. Первая деталь отделилась. Пришлось сделать 20 отверстий. Это был усилитель крепления продольного рычага. Дальше надо отсверлить 3 слоя порога. На самом деле это не совсем порог. Внешний слой — это часть заднего крыла. К передней части порога его крепит также точечная сварка. Внутренние силовые элементы собраны воедино с частью днища, крыла и порога. Все это образует тот самый выступ, на который обычно ставят домкрат или лапы подъемника при подъеме кузова. Задний брызговик мне тоже понадобится, но сначала от него надо отделить крыло.
Этот брызговик хорошо проклеен герметиком, и чтобы увидеть места точечной сварки, придется все зачистить. Лучше всего с этим справится металлическая щетка. Насадка для болгарки, она же еж. Зато металл под защитой сохранился в идеальном состоянии. Не знаю почему, но часть соединения сделана не точками, а сварным швом. Его снимать гораздо сложнее, чем высверливать точки. Это очень неудобное для пропила болгаркой место. Но опять кувалда и зубило мне приходит на помощь. У меня давно сложилось впечатление, что кузовной ремонт – это работа молотком. В итоге у меня есть 6 элементов с донора, которые надо переставить на кузов. И плюс несколько внутренних элементов порога, которые пойдут на заплатки внутренней части порога. Посмотрите на кузов. Это, конечно, жесть. Ржавчина повредила все слои. И мне надо все разобрать. Но есть один бонус. Некоторые детали можно отпилить. А с теми, что все-таки можно отсверлить, приходится повозиться. На сгнившем металле после пескоструйной обработки затерты области сварки. И для того, чтобы понять, где находятся места сварки, надо приложить такую же деталь с донора. Отверстие, конечно, не совпадает на 100%, но примерный ориентир есть. Теперь хотя бы понятно, сколько отверстий должно быть. Но сверлить на весу дело совсем нелегкое. Благо, отделяемая деталь пойдет в металлолом. И о внешнем виде заботиться не нужно. Поэтому распиливаю ее на отдельные части и по кусочкам отламываю от кузова. А вот то, о чем я говорил не один раз. Последняя точка, как всегда, держала всю конструкцию. Когда я вижу всю эту гниль, руки опускаются. И я жалею, что решился на кузовной ремонт этой машины. Но надо действовать, и я уверен, что все будет супер. Резать, не дожидаясь перитонита, так сказал классик. Хотя тут как раз очень запущенный перитонит. И я постараюсь максимально удалить ржавые участки, а те, что будут вне прямого доступа, обработаю восстанавливающей и защитной химией. Внутренние слои также хотелось бы восстановить, поэтому отрезать буду с осторожностью, чтобы сохранить силовую структуру. Комментировать происходящее сложно, нет слов. Вы сами видите, в каком все состоянии. Но шаг за шагом надо удалять все это дерьмище.
Кстати, интересно, что бы сделали в обычном кузовном сервисе с этими порогами? Я думаю, они давно бы покрасили готовую деталь. И вряд ли кто когда-нибудь узнал бы, что сварили лишь внешний видимый слой металла, оставив внутри пустоту. Ну да ладно, не все такие. Но лучше я сделаю все сам, как-то так спокойнее. Вот теперь все смотрится намного приятнее. Дыр нет, ржавые ошметки металла не торчат, выглядит почти как новая машина. Но с другой стороны машины с порогом все то же самое. Я не знаю, как много любителей долгих процессов смотрят мои видосы, поэтому многочасовой подробный видеоотчет залью на свой второй канал. Как раз для фанатов экшена. Ссылку поставлю, как обычно, сюда. Ну и крайняя деталь, то, что мне не нравится, это поперечный. Силовой элемент между лонжеронами. Он также весь ржавый, его тоже придется отсверлить. Но как раз на нем мест сварки не видно вообще, и приходится в них попадать вслепую. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Выражение моего лица подчеркивает слово «долго». Вот все то, что я снял с кузова этого автомобиля. И, возможно, это лишь часть дефектов, которые видно. А ведь машине 20 лет. И что творится в скрытых полостях кузова, неизвестно. Эта куча хлама когда-то стояла вот тут. Теперь вместо нее надо поставить донорские детали. Конечно, еще предстоит произвести механическую и химическую обработку собираемых элементов. А после этого придется собирать внутренние слои, потом друг за другом собирать внешние, сваривать стык в стык или внахлёст, точками или швом. И если у вас есть какие-то идеи, что и как лучше сделать, то пишите ваши советы в комментариях. При сборке и монтаже следующей серии я буду ориентироваться на вас. А на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И если хотите поддержать мое творчество, то делитесь моими видосами с друзьями.
Всем удачи, всем пока.